Семейное счастье — это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за 3 дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса, машина едет. Мы едем. Что за знак? Уже на 4-й день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты! И лучшая из 2 учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятве и в горе, и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? Научи жену рулить. Как научишь, сможешь пить. Знакомьтесь, первые герои нашей программы — Саша и Лена. Меня зовут Александр, мне 39 лет. Я занимаюсь техническими системами безопасности. Несмотря на то, что я радиотехник, мне нравится драйв, мне нравится мощь, мне нравится гул. У меня были и большие машины, и маленькие машины, и джипы. Лена ценит мои увлечения автомобилями. Она знает, что у мужчины должны быть какие-то игрушки. Меня зовут Лена, мне 38. Мои интересы — это IT. Я люблю дизайн, рисовать и всякое такое. Одно из моих занятий — это также фотография. В день может быть 2-3 съемки. И с одного конца города в другой я беру с собой технику. Каждый раз едешь и думаешь: боже, как бы великолепно, если бы у меня была машина. Я бы просто села и проехалась бы, и отсняла, и поехала в другое место. Пока что, на сегодняшний момент, мне достаточно страшно представить Лену за рулем нашего автомобиля. Это моя любимая машинка. Я ее обожаю. Больше всего меня страшит сама мысль о том, что нужно выехать туда, там, где идут люди, ездят машины. Поскольку мы не так давно вместе, я думаю, что это испытание откроет в нас новые грани. Если не поссорить, то сблизит. 100%. Не поссорить, я не хочу. А это их соперники, творческие и авантюрные Саша и Лера. Меня зовут Александр, мне 38 лет, и мир я воспринимаю через объектив фотоаппарата. Фотографией я стал заниматься совершенно незаметно для себя, просто перенял эту привычку у своих друзей. Мы семья, которая постоянно живет в движении. Мы много путешествовали и в Азии, в Африке, в Европе. В своих путешествиях наша семья часто использует автомобиль. Я бы с удовольствием иногда передавал Лере руль. Меня зовут Лера, мне 28 лет. Я занимаюсь фотографией, а еще своим замечательным ребенком. После того, как мы познакомились с Сашей, он очень быстро перетянул меня из журналистики в фотографию. И вот уже 8 лет мы вместе занимаемся этим прекрасным делом. Автомобиль у нас не очень давно, всего лишь год, но он уже стал почти членом семьи, потому что каждый день мы с ним. Я никогда не сидела за рулем автомобиля, я не знаю, где педаль газа, где тормоз. И, если честно, я всю жизнь думала, что я никогда туда и не сяду. Но сейчас в нашей жизни появился ребенок, все изменилось, и теперь бы мне очень хотелось попробовать себя в роли водителя. Я готов пожертвовать своим автомобилем, чтобы Леру научить водить. Ну, я надеюсь, такие жертвы не понадобятся, потому что я все-таки верю в себя. И мне кажется, что удача на моей стороне, и наша машина окажется жива в конце этого шоу. Всем здравствуйте, это шоу «Научи жену рулить», и я его ведущий Денис Косяков. А это наш эксперт, профессиональный автогонщик. Как тебя зовут? Валерий Шевелев. Точно. Актер, шоумен, сценарист и телеведущий. Да, это все я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните, если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелев.
профессиональный автогонщик, чемпион, инструктор по экстремальному вождению и просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецело в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слезы. А это наши участники. Саша и Лера. И, внимание, Саша и Лена. Всего одна буква, а такие разные люди. Правила нашей игры не изменились. Мужчины, Саши, у вас будет 3 дня, чтобы научить ваши очаровательные вторые половинки водить автомобиль. А вас, барышни, на 4-й день ждет экзамен, принимать который будет строгий инструктор Валера. Нам предстоит решить, кто из вас достойнее нашего главного приза 65 тысяч рублей. Все, мне осталось только раздать вам эти планшеты, в которые загружены правила дорожного движения и на которые вам будут приходить ежедневные задания. Ну и если вы готовы, на старт, внимание, поехали! Мы увидели своих конкурентов. Я считаю, они достаточно сильны. Саша и Лена хорошие, милые люди, на первый взгляд. Но посмотрим, какова будет борьба. Мы победим их своим напором. Потому что мы крутые. И по условиям проекта первый день занятий проходит на автодроме. Сегодня мужчины должны дать своим половинкам экспресс-урок по вождению. Не только научить трогаться с места, а еще и мастерски преодолевать змейку, виртуозно заезжать в гараж и на эстакаду. Жесть. Посмотри в зеркало. Нормально. Если муж говорит смотреть в зеркало, значит, что-то не так. Значит, надо поправиться. Типичная блондинка. Слушай внимательно и запоминай то, что я тебе говорю. Чтобы понять, где руль, нужно начать движение. Чтобы понять, где тормоза, нужно врезаться. У меня такой опыт вождения, никогда такого не слышал. Но главное, что он сказал перед этим, слушай меня внимательно и запоминай. Самая левая педаль — это сцепление. Вот это тормоз, вот это газ. Ага. Когда ты слушаешь первый раз, как на лекции, я не знаю, пока ты сам потом не перечитаешь, не проникнешься, толку от этого маловато. Тактика обучения у мужей разная. Сейчас посмотрим, чья сработает лучше и кто тронется первым. У меня только 2 ноги. Не надо тебе больше. Чертовски логичный диалог. Я несколько раз это в машине слышал. Причем не всегда от блондинок. Делай вот такое движение. Танцуй. Ты мастер тектоника. Вот подожди, мне надо поговорить об этом. Вот я сейчас держу, ногу на сцеплении. Да. Я начинаю давить на газ. Да. И типа я должна сделать вот этот вот танец, как ты говоришь. да. Хорошо. Пока обе пары стоят на месте. Наши ученицы пытаются постичь великую тайну взаимодействия ног и педалей. Вот, видишь, ты заглохла. Танцор из меня плохой. Ничего. Плохому танцору сцепление мешает. Наконец-то! Не прошло и получаса, как Лена все-таки тронулась с места. Науку о педалях она постигла быстрее. Так, Все, опускай ногу с тормоза. ух ты, блин. Ногу опусти. Да куда? Подожди. Да смотри. Не то переживание, не то пусть маленький, но первый успех за рулем совсем рассеяли внимание Лены. Я думаю о другом, как я выгляжу за рулем. Все у меня какие-то вот такие мысли в голове. Пока Лера все еще пытается пуститься в танец с педалями, Лена уже пробует проехать змейку. Люди, шины. Отпусти газ. Люди, шины. Лена, куда ты едешь? На Ты ж не на велосипеде. Люди, шины. Люди как шины. Что она делает? Она поет, она читает рэп, что происходит? Люди, шины. Не, она напевает. А это Иванушки. А, А люди как шины. Ох ты ж, блин, так я похудею. Так за рулем, говорят, все поправляются, я похудею. Лена уже готова к следующему заданию, а вот Лера... Неужели до сих пор не завела машину? Мне просто нужно научиться сначала управляться с этими педалями. У тебя нету рефлексов. Не пойму, что происходит, я никогда не смогу возыметь какой-то рефлекс. Лера, ты мозгами никогда не поймешь, вообще никогда. Какой рефлекс? Саше, ей нужно набраться опыта и пробовать с места тронуться. Для начала хоть машину завести. Слушай меня, ты никуда не уедешь вообще, если ты не будешь меня слушаться. Да, я проверяла это несколько раз в жизни, да. Друзья, если вдруг у вас опыт вождения приблизительно такой же, как у нашего героя, я вас очень прошу, никогда не беритесь никого учить. Да неужели? Лера наконец-то едет. Не знаю, что помогло, танцевальные па или рефлексы, но главное, она тронулась с места. Ё-моё. Бляха.
стоп. Окей. Сначала заведись, Лена, ты заглохла. Стой, нейтралка. А, если я так заведусь, выпрыгну. Вот так. Направо. В гараж будешь заезжать. А, в гараж. Лена, как типичная блондинка, у нее мозг настроен, наверное, каким-то специфическим образом. Теперь... Я, знаешь, что хотел тебе сказать по поводу вождения? Да. Еще медленнее, еще... Это ужасно. Саша, похоже, потерял дар речи. Рановато. Сцепление тормоз. Сцепление, да, тормоз. Наконец-то! Ну, хоть подсказка Леры спасла ситуацию. Это не тот случай, когда тише едешь, дальше будешь. Сдай задом, поехали. Что, подожди, поехали. Это же нужно куда-то смотреть, куда я еду, не просто ехать. Это сюда надо Сейчас ты смотреть? не сможешь. Ну, еще я пока. понимаю. Ну... Что такое? Почему? Я не понимаю, Потому что от произошло. тебя опыта не хватает. Это лучший ответ, который я слышал. Тормози. Тормози, тут уже следующий гараж. Тормози! Только не кричи, я спокойно. Тормози, мы едем в стену. Не кричи, сначала попроси нормально. Тормози. Куда ты смотришь? На тебя. Смотри на дорогу. Ой, что это? Прямо замедленные кадры, как в самом крутом боевике. Чем дальше, тем интереснее. Сейчас, подожди, я хочу достигнуть дзена. Подожди. Ты достигает дзен, а руль я тебе помогу достигнуть. Достичь дзена. Иными словами, достичь просветления и познать свою истинную сущность. Искренне верим, что просветление в вождении для Леры в конце концов наступит. Не достигла дзена. Пока Лера пробует достичь дзена, Тормози. Тормози. Тормози! Ой, Лена умудрилась достигнуть светофора. Знаешь, как это называется? Сдавать назад до характерного звука. я влезла куда-то. Ехала куда? Назад, А смотрела куда? вперед. Ее отрезвило первое прикосновение к светофору задним ходом. То есть, мне кажется, вот в этот момент она поняла, что это машина и так далее. Вообще так было все чудесненько, я не понимаю. Туда, да? Продолжаем? Заведись. Конечно, продолжаем. Вам уже давно пора рулить на эстакаду. Смотрите далее. Я не выеду туда. Я что, самоубийца, что ли? У меня очень трусятся коленки. Каждому нужно посигналить. Да каждому. Нужно быстро покинуть перекресток, я читала. Буду бить по рукам, как только ты будешь сворачивать направо. Ну, я не знаю, как это можно первый раз Да сидя ну за ладно, рулем. ты- Лера, просто слушай меня, пожалуйста. Хорошо. Еще раз перебьешь, я не буду с тобой водить. Ну, может, хотя бы сейчас Саша даст Лере дельный совет. Кажется, ей уже готовы подсказывать все мужчины возле экранов. Просто пробуем. Ну, я не знаю, что посоветовать. Стой. Когда вот начался вот этот ду-ду-ду, Да. просто попробуй переключиться на газ. Стой, стоп. У нас хоть кто-нибудь проверил водительское удостоверение у этого товарища? Не думаю. Ты недостаточно ду-ду-ду. Метод обучения вождению по методу Ляписа-Трубецкого. Хоть прячься, хоть не прячься, ду-ду-ду. Поехали. Руль. Ах, Саша, так и не порадовал нас. А вот у Леры точно открылись внутренние знания. И она прямо пронеслась над эстакадой. Я никогда даже не думал, что так возможно. Я хочу теперь проспать часа 4. Адреналин выжег полностью все, что только мог выжить. Завтра Лере выезжать в город. Стрёмно. Лена, нужно выполнить финальное задание. Вот это ты тормозишь. Чего я даю? Потому что ты, извиняюсь, держишь ее как не механизм, а как Орган. рука автоматически у тебя переходит. Орган. Не смотри туда. Блин. Да блин. Ой. Откуда она знает такие слова? В вот этом положении Ой, трогайся. видишь, 23 градуса угол. Отлично. Поехали.
Там кнопочка. Поехали, Газпол. Сцепление отпускай. Давай, 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 держи, держи, держите. А, я ничего не Вот, вижу. сейчас увидишь. Мама, а там что-то... Мамочка. Тормози. Лево. Тебе что, тошнит? Чуть-чуть плохо. Я понимаю, что мне тошнит. Мне очень страшно. Я не могу, меня трус, меня сковало все. Ну, наконец-то эстакада покорилась Елене. А это значит, что обучение на сегодня пора заканчивать. Лена просто ехала назад и смотрела вперед. Ей попался на пути почему-то светофор. Тормози. Тормози! Ой. Много раз хотелось нажать на сцепление и немножечко притормозить, чтобы машина не заглохла. Мне очень страшно. День для пар выдался нелегким, но даже вне автодрома они продолжают разговаривать исключительно о вождении. Местами было стрёмно. В городе все гораздо жестче, там есть еще машины. В любой непонятной ситуации тормози. Может, потренироваться чуть-чуть? А Саша не упускает лишней возможности напомнить Лере, кого надо слушаться. Готова к завтрашнему дню? Ой, не знаю, Саша. Главное, ты психологически будь готова. Если я буду на тебя немножко повышать голос, то не обижайся, так надо. Ну, если Ова. я буду кричать, ты тоже не обижайся, Хорошо. потому что это не со зла. Хорошо. Итак, второй день обучения. Лена и Лера впервые самостоятельно выйдут в город. Сегодня вы продолжаете обучение в городе. Но перед тем, как тронуться с места, я должен проверить Лену на знание правил дорожного движения. Первый вопрос. Что означает термин «ограниченная видимость»? Я не знаю. Зато он стильный. Слушай, ну, наверное, когда туман. А, темное время суток. Ограниченная видимость. Тоже нужно включить фары там. Я что-то подумала сначала про много деревьев, но потом вспомнила, даже правила. Что-то не совершенно. Ограниченная видимость, когда много деревьев. И когда бабочки тебе в глаза, и ты плохо видишь. Второе. В каких случаях допускается движение автомобилей по тротуарам или пешеходным дорожкам? Блин. Не допускается движение автомобилей по пешеходным дорожкам и тротуарам. По-моему, Саша не слушает. Просто не знает правильный ответ, неправильный ответ. Он очки одел, как матрица. Может, уснул уже. Ну, только, может быть, если нужно выехать где-то из двора или какое-то место, где невозможно по-другому проехать. Что такое нерегулируемый перекресток? Ну, это перекресток, на котором нет знаков главной, там, второстепенной дороги. Или выключен светофор, или нет регулировщика. То есть мы ориентируемся по знакам или по разметке на асфальте, на дороге. Саша, для тебя также есть задание. Проследи за тем, чтобы Лера дала определение каждому дорожному знаку, который повстречается на вашем пути. Ну, давайте. Понятно? Поехали. С тобой же страшно ездить, не пристегнут. О, я еду. Мама. Фух, ты едешь. Молодец. Ничего себе! Вот это наши участницы удивили. Обе быстро тронулись и даже не заглохли. Видимо, жажда победы помогает им собраться. Птицы. За окном автомобиля у каждого своя картина. У Лены птицы, у Леры знаки. Капец какой-то. Мы там видим знак. Это знак, который говорит о том, что следующая дальше дорога, она односторонняя. Да. Вот этот знак движения прямо. Одностороннее движение, неправильно. Неправильно? Ну, прямо же. Сложно поспорить. Молодец, согласись, выкрутись. Ну, прямо же движение одностороннее, правильно? Не в обратную же сторону. Полный тормоз. Нет, заводись. Мне все равно, пусть сигналят там. Здравствуйте, извините. Лера решила пропустить всех водителей. Абсолютно всех. Ну, так можно стоять и до ночи. Поехали. Нет, не едь. Я не выеду туда. Я что, самоубийца, что ли? Каждому нужно посигналить. Да каждому. Несмотря на быстрый старт, далеко Лена не уехала. Заводись. Ну, Саша. Спокойно. Тебя ничего не волнует. Поехали. Все. Господи, здесь люди. Нет. Извините, пожалуйста, простите. Поехали. Подожди. Вот это трафик, вот это толпа. Как сквозь них проехать? Они прошли, да?
Лен, ну люди всегда будут появляться. Куда вы идете, люди? Лена, Они как да специально. правее возьми, ты вообще-то едешь по встречке. Боже мой, я выезжаю на проспект. Нет, не выезжаю, я не хочу. Саша. Мне нужно какое-то время, чтобы акклиматизироваться, или как это сказать. На дороге нужно быстро принимать решения. Я туда не поеду. Надо, Лена, Я надо. не поеду туда. Давай. Значит, нам нужно повернуть направо, и у нас закончилось главное, и нам нужно уступить вот это вот. Ну это прекрасно, ну это здорово все. Кому ты будешь здесь уступать? Я не знаю, вот машина, я ей сейчас уступаю. Ты уступаешь всем, кто едет слева. Всем стоит лево, но они должны... Как я об этом знаю? Там их куча, вон, смотри, какой поток. Давай. А у меня очень трусятся коленки, Саша. Саша. Пока Лена борется с дрожащими коленками, Лера терпит ненужные наставления мужа. Тебе нужно Да, я сейчас во вторую полосу выеду и сразу получу себе Лера, в жопу. Лера, просто слушай то, что я тебе говорю. Я ждал, когда? Самая распространенная фраза. Ты меня не послушала и образовался затор. Не газуй, не торопись, ну куда тебя уносит? Опять вправо, блин. Просто Хорошо. слушай меня, ты опять меня не слушаешься. Я тебя слушаю, Саша. Я здесь шеф. Назад. Я здесь шеф. Мы можем у него забрать права? Мы можем забрать у него корону. Лена, в своей полосе едь. Ой. Куда ты? Всегда смотришь на дорогу, не смотри на органы управления. Это не органы. Тормози. А сцепление... Тормози. А сцепление... Тормози, говорю. Да скажи ты мне, наконец. Вообще-то у меня не было мысли, что я не справлюсь. Я тогда была в кураже, по всей видимости. Мне было вообще в хихи-ха-ха, мне было интересно. Что ты хочешь сделать? Я хочу третью скорость, потому Не что... надо третью, у тебя непонятная ситуация, а ты третью включаешь. Тормози. Нужно быстро покинуть перекресток, я читала. Меньше газу. Саша решил прибегнуть к давно запрещенным методам наказания учеников – телесным. Разбудил. Буду бить по рукам, как только ты будешь сворачивать направо очередной раз. Опа! Оу. Вот это было очень... Я спас эту машину. Ой, смотри, выезжает. Ему У него какая-то байдана. на тормози, крыше. если тебе что-то непонятно. А, он уехал. А вот Лену снова пугают несуществующие помехи на дороге. Остановись сейчас. 40 километров. Остановись. Остановись. У меня первая мысль, почему он говорит тормоз? Опасность? Я еду дальше и рассматриваю, где опасность, туда-сюда. Что такое? Да быстрее, резче на тормоз нажимай, Лена. Что? Все. Это тест такой. Когда надо остановиться, я тебе говорю, остановись. Сразу чик, остановилась. Как вкопанная ты должна стать. Если я говорю остановись, то ей не надо думать, зачем, почему, как и так далее. Ей просто надо взять и резко остановиться, потому что я могу что-то видеть того, чего она может еще не видеть ввиду отсутствия опыта за рулем. Едь по своему ряду, пожалуйста. Вот твой ряд. Да, такие уроки способен выдержать не каждый. Сцепление притормаживай. Сцепление Так притормаживай. я Сцепление... притормаживаю, блин, торможу же вообще. Кажется, нервы у наших героинь начинают сдавать. Я сейчас выйду из себя, и вообще будет ужас, блин. Едь вперед. Ты должна ехать вперед по своей полосе. Я еду. Не спорь со мной, просто делай то, что тебе Так делать. я же так и сделала. Нет, немножко А по-другому. что если- Стой, 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 стой! Что? Ты только что чуть не въехала в машину, которая Где? вон в ту. Видел? Что? Где она въехала? Где Что? машина? Саше и Лене нужно держаться вместе. Они оба видят несуществующие вещи. Лена, ты не на велосипеде, что ты крутишь рулем? Ну, я просто тут какие-то ямы, и я типа хотела лихо объехать. Лена к концу второго дня обучения прямо шумахером себя почувствовала. Какие знаки ты видишь? Что ты несешься, если ты знаков не видишь тогда? Я тебе говорю что-то, делай. Потом будешь думать, как в армии. Поняла? Поехали. Поехали. Куда? Поехали. Вперед, вперед. Какой знак? 20. Сколько вон. ты едешь? Всё, Тормози. Я иду на вторую. Да тормози, а не иди на вторую, Лена. Быстрее реагируй, когда я говорю. Чуть
ты? На нейтралку поставь. Не кричи вообще. Лена, я тебе говорю что-то, делай. Я хочу красиво подъехать аккуратно. Лена. Никому не нравится, когда на него кричат. Мне особенно. Я не люблю крики, не люблю скандалы, поэтому я очень переживала, как это отразится на наших отношениях. Ты меня не слушал, медленно переносишь ногу с тормоза на газ. Я постоянно держал тебя на ручнике. По-моему, я справилась. А вот Лера точно пополнит ряды очень воспитанных водителей. Опять полгорода пропустила. Сейчас приедут машины. Да. Сейчас ничего не делай. Проезжай. Налево. И останавливаемся. Сцепление, останавливаемся. Ну, наконец-то. Второй день обучения завершен и для Саши с Лерой. Это было очень страшно, жуткий стресс, одновременно много очень адреналина. Когда ты сидишь за рулем, тебя очень бесит все, что тебя отвлекает. Реально хочется всех убить. После выезда в город Лена, видимо, точно поняла, что водить машину — это не шуточки, и решила еще подучить ПДД. А вот Саша очень легкомысленно себя ведет. Наверное, забыл, что завтра любимая сядет за руль его автомобиля. Лена, 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 Лена. Лена, давай споем что-нибудь. Саша, Что? я училась. Завтра расквашу тебе машину. Нет, Лена, не вздумай. Так что, не мешать тебе? Нет. И тотчас же рванулась машина, и запел свою песню мотор. Пока. У конкурентов вечер романтический. Вернее, мог бы быть таким, если бы Саша вышел из образа шефа. Ты пока что ученица. Ты здесь должна слушать, Окей. а не философствовать. Вообще, это чудо, что мы никого не поджарили. Всегда пропускай. Угрожает им или не угрожает, всегда их нужно пропускать. На самом деле, ты знаешь основное, а теперь подучить все. Взять книжечку и выучить ее. Сегодня третий день обучения. Пришло время испытать на прочность семейные автомобили, а вместе с ними и семейные отношения. Что-то я прямо чуть-чуть Я тоже очень. нервничаю после вчерашнего. Стоп, нажми. Нервишки у Саши сдают уже с первых минут. Ох, Лера, ты невнимательна, это капец. Какого хрена? Что это оно значит? Откуда этот чмэс взялся? Нейтралочка. Ой, сцепление. Кто кого учит? Вот уже непонятно. Прошло 3 дня, а она ему уже подсказывает, как нужно ей подсказывать. Ну, где-то уровень приблизительно одинаковый. Ой, там бабочка пролетела. Господи, я думала, это машина. Кошмар. Она всегда отвлекается на бабочек, на птичек, на прическу, даже находясь за рулем. Люди, вы что, совсем уже? Мне нужно было наклеить буквочку У. В своей И полосе. туфельку. Что это Боже называется? мой, что это? Это тут здесь паровозики. Железнодорожный переезд, поехали. По главной. О, отлично. Главная, моя любимая дорога. А вот и первое задание для Саши и Леры. Лера, у тебя очень хороший инструктор. Сделай ему массаж с головы до пяток. Ай да Саша, ай да шутник. Массаж — это задание для Леры на вечер, а сейчас придется выполнять наше. Прямо так и написано. Ваше первое задание на сегодня – доехать до ближайшей гостиницы и забрать там наших пассажиров. Их нужно будет отвезти в концертный холл. Доехать до центрального телеканала. Там вас будет ждать очень важный человек, которого нужно доставить по указанному им адресу. Поехали, ну едь, просто едь. Ты что, сцепление опять дрочишь или что? Хорошо, Саша. Мама мия. Здравствуйте. Здравствуйте. Откройте. Согласно задумке, в машину к нашим героям мы посадили журналистку, которая будет мешать, то есть снимать сюжет о Лере и Саше. А вы давно за рулем? 3-й день. Пристегнись. А вы любите свою жену? Конечно, люблю. Стоп. А вот и Лена с Сашей забирают своих героев. Это моя любимая музыкальная группа. Ну, с любимой я, конечно, погорячился. Здравствуйте, Привет. я Александр. Ты тоже Александр? Приятно. Странно. Потому что я Лена. А парни молодцы. Время решили не терять и репетируют прямо в салоне авто. Остановись, Лена. Остановись, Лена.
Парни, я смотрю, вы крутые ракешники. Смотрите далее. Не газуй. Я тебя раздражаю, да? А вы давно за рулем? Третий день. Заткнись, считай бабло, блин! И нафига вот это вот меня так нервировать? Держи себя за яйца. Вот такого еще не было у нас в передаче. Что случилось? Остановись, Ну, у пожалуйста. нас просто репетиция. Вас прямо сейчас? А что за эти странные хмыри у нас в машине? Ты сидишь такой, думаешь, блин, все капец. Лене, я вижу, парни пришлись по вкусу. Пара репетиций, она легко станет солисткой их группы. Ребята, я сейчас повешаюсь тут с вами. Капец с такой музыкой. Не газуй. Я не газую. Ты газуешь, убери ногу с газа. Саша, хватит. По-моему, ты в ноты не попадаешь. Ну вот же полоса твоя, Лена. Если не разбираешься, тормози. Если непонятно, Не тормози. кричи на меня вообще. Мои прикрикивания были связаны не с тем, что меня что-то раздражало или я был с чем-то супер не согласен. Мои прикрикивания были настроены на акцентирование внимания Леной на самые важные детали в процессе езды. Чуть левее. Не газуй. Не газуй, Лена. Раздражаешь уже меня. Левее чуть возьми. Я тебя раздражаю, да? Ты хочешь развода, да? Так я могу третью включить, да? Не включай третью. Господи! Я пытался как-то Лену привести в чувство. Нужно понимать, что ты управляешь там, автомобилем, а не самокатом или велосипедом. Сцепление выжми. Я заглохла? Да. О, мама. Спокойно. Может, она сигнал Морзе передает своим там. Тихо. Назад. Пускай. Лена, что ты дергаешься? Поехали. А как себя чувствуют пассажиры Леры и Саши? Волнительно за них. А вы могли бы чуть-чуть не дергать так сильно машину, потому что меня сейчас укачает. шутите? Или Нет. думаете, мы специально это делаем? Вера, а каким образом вы такая спокойная? Лера, ну куда ты? Вы буддисты? Спокойствию Леры можно только позавидовать. А вот у Саши нервы уже не выдерживают. Не газуй, Лена. Сколько можно тебе повторять? Они как-то 40 километров в час едет. Пофигу они. Так они... Пофигу они. Высаживайте, если они тебе мешают тогда. Саша! А ты что кричишь? Стой. Да потому что... Стой, это значит стой. Пускай, не надо со стервенением крути. Ого. Лена и Саша уже довезли музыкантов по адресу. Спокойно, раз, это механизм. Первую. Останавливайся. Тормози. А что ты кричишь-то на меня все время? Лена, не тупи. Страсти бушуют и у конкурентов. Пассажиров своих они еще не довезли, но уже вовсю им угрожают. Саш, а Второй вы скорость. любите свою жену? Если вы хотите остаться в живых, то периодически нужно молчать. Что ты делаешь? Ну Не куда? кричи! Ну, почему ты? Стой, остановись. Саша, почему вы вот с женой так немножко грубо обращаетесь сейчас? Почему? Разве это грубо? Стой, Лера, что ты делаешь? Я тебе уже говорил 12 раз. Пожалуйста, переключайся Не в второй орать. передаче. Я думал, что он сейчас скажет, я тебе уже 12 раз говорил, слушай, что я говорю. Мотор, мотор, мотор! А вы не Стой, боитесь стой! пешеходов? Стой, 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 стой! Направо, а не прямо. Так может, стоило бы повесить на машину табличку Стой, какую-то? стой, стой! Я стою, что же ты кричишь? Ну, ты только что чуть не сбила Да я пешехода. видела этого пешехода. Нафига вот это вот меня так нервировать? Спасибо вам. Пассажиры покинули машину Леры и Саши. Их жизнь теперь в безопасности. А вот парам пока расслабляться рановато. Их ждет очередное задание. Фу, у нас последнее на сегодня задание. Это последнее? Вернуться домой. Но с этого момента Лена будет ехать самостоятельно. Саша, за каждую подсказку жене Ваша пара будет оштрафована на 6500 рублей. в случае вашего выигрыша. Но в этом случае все просто. Он не несет никакой смысловой нагрузки в своих подсказках. Все. Я только не знаю, куда ехать. Я же дорогу не знаю, где я. Я был ошарашен. Мне кажется, даже больше, чем Лена. Я вдруг понял, что Лена должна теперь думать своим мозгом. Лена, не поворачивай со средины дороги. Заткнись, считай
Ничего себе, у нее планы на эти деньги серьезные. На самом деле все банально. Я просто забыл о том, что мы должны ехать домой без моих подсказок. Вообще, мне так сложно, Лена, тебе не подсказывать. Держи себя за яйца. О, держись, короче, язык за зубами. Я, по-моему, поругалась на него. Саша, мне жизнь дорога, а не деньги. То есть, если я прошу, подсказываешь. Хорошо? Да, хорошо. Опрометчиво. Ровно наоборот должно быть. Стой, 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 стой. Стой, 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 стоп, 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 стоп! Саша побил рекорд подсказок. 10. Еще чуть-чуть, и он начнет доплачивать нам. Ну, тормоз это не значит, что тормозить. Ну, тормоз это не значит, чтобы тормозить. Какая-то глубокая философская мысль. Саше для своей Леночки тоже денег не жалко. Не бросай сцепление. Извините, я не... Постфактум уже был. А вот Леночка более меркантильна. Саша, заткнись. Да не подсказывай, не подсказывай. не Это очень подсказывай. дорого. Это дорого, я справлюсь. Я справлюсь. Очень экономная супруга. Очень экономная. Переживает за семейный бюджет. Прости, машина, прости, машина. Ты моя хорошая. Я уже ее слышу. Я уже ее чуть-чуть понимаю. Я понимаю, что она... Буль-буль-буль. Она с кем? Я понимаю машину. С кем она сейчас говорит? Она с машиной говорит? Конечно. Говорит так... Вот так говорит. 3, 2, 1. Ну, наконец-то испытание пройдено. Лена припарковалась, и даже ни одна бабочка не пострадала. Так, Так. ты заклякла. Выходи, молодец. В целом, молодец. Ответственность, которая лежит на твоих плечах, она очень тяготит, она сжимает все тело. Самое страшное — навредить участникам движения. Поехали. Поехали, поехали. Стой! Стой, стой! Саша тоже решил, что деньги в жизни не главное. Никакого азарта. По идее, мы сейчас должны начать зарабатывать. О, Лера въехала в бордюр. Отъедь немного назад. Что такое? Почему она туда не лезет? Да все лезет. Стой, стой, Что? стой, стой. Почему я должна была останавливать? Неважно, едь. Он молодец, конечно. Он молодец. Это риск, в любом случае, какой-то экстрим. Ну, я физически просто измотана сейчас. 3 дня обучения позади. Завтра экзамен. Саша и Лера перед ответственным днем отправились набираться сил к озеру. Дышать свежим воздухом и постигать дзен. Хотя Саша все-таки немного волнуется. Я вам скажу по секрету. Очень переживаю за Леру. Думаю, что у нее все получится. А вот Ленин Саша, похоже, вообще не волнуется. Неужели так уверен в своей блондинке-жене? Это моя Лена. А это моя машина. И я их люблю. Накануне экзамена с Леной и на машине парочка отправилась в гости к друзьям. Сегодня день экзамена. А это значит, что пришло время проверить, как мужья научили своих жен рулить, да и научили ли. Здравствуйте, Саша, Лера. Здравствуйте, Саша, Лена. Сегодня мы, наконец, ответим на извечный вопрос человечества. Кто все-таки лучше, блондинки или брюнетки? Как минимум в рамках нашей передачи. Вы готовы? Ты готов? Я готов. Поехали? Итак, первой сдавать экзамен будет Лера. Я уже опять забыла, где здесь что. Это капец. Ой, О, смотри, как она. Как бульдог? Вот это Да, было. да, да. Почему мы заглохли? поздно отпустила сцепление. Сцепление потом было брошено. Бедный муж вообще, я представляю, он там... Ну, не сказать, что ты сильно переживаешь за жену. Да. А сейчас почему заглохли? По той же самой причине. Тяжело что-то с тем, что дотронуться. То глохнет, то хочет ехать. Вот, получилось. Прямо едем и между колес по стрелкам. Все, стоп. Эту змейку ее невозможно сделать, если не потренироваться. А вы не тренировались? Но мы ее проехали один раз всего лишь. Поехали заезжать передом в гараж. Куда вы выкручиваете руль? Все, уже не вкрутилось. Видишь? Если ты едешь быстрее, то тебе и руль надо быстрее крутить. И в ту сторону кручу руль. О, вот такого еще не было у нас в передаче.
Ну все, она въехала. По-моему, это все. Приехали. Это был стол. Это ДТП. Дашь супруге свою машину? Конечно. Смело. Еще раз по тому же кругу будем задом заезжать. Это явно не та траектория. Да, нет, нет. Все. Девочка не видит дороги вовсе. Разметка же есть. Еще один стоп. Это был наш гараж. Гаража там нет уже. Так что тебе заезжать, собственно, будет некуда. Теперь эстакада. У нее нет опыта, она никогда этого не делала до этого. Потому что в прошлый раз я за нее рулил. Когда вот начался вот этот ду-ду-ду, Да. просто попробовать переключиться на газ. Стой, стой, ты недостаточно ду-ду-ду. Ой-ой-ой-ой. Зачем вы сигналите? Сейчас бы я разогнаться немного. Эстакады боюсь. Стоп! Ну вот ты едешь. Сейчас едем в город. Чуть-чуть медленнее. Еще медленнее. Медленнее. Можете ехать? Да. Чуть-чуть медленнее. Вы в столб едете. Зачем вы едете в бордюр? Не собирались останавливаться, я так нажала понимаю. на тормоз. У вас 2 метра осталось до машины. Для вас это очень большая скорость. Вы уверены, что мне не нужно переключаться на вторую передачу? Нет, вам не нужно. Я уверен, что вам точно не нужно переключаться. Вы на яму сейчас наедете. Кажется, Лера не очень хорошо усвоила пройденный материал. Или объясняли ей плохо. Но Лера, несмотря ни на что, своим результатом довольна. Все. Я это сделала. Я считаю, что все могло быть намного хуже. Ну что, я перехожу к следующей паре. Отлично. Ручник я, наверное, сниму, да? На всякий случай. Лена, похоже, как только села рядом с Валерой, совсем потеряла дар речи. С Валерой было ехать очень некомфортно. Надо проехать между колесами по стрелкам. Кто знает, как они сейчас проедут эту змейку. Если мне нужно повернуть вправо, я должна крутить руль вправо. Это очень логично, да? Ну да. Руль направо, руль Так, направо. так, направо. Быстро. Это помогает как-то? Мне да, вам нет, я вижу. Успела, Ух ты, все, да красота. С первого раза змейка. Есть. Неплохо. Красота. Она водит круче, чем ты, Саша. Налево. Давайте пробовать в гараж передом заехать. Так, подожди, дайте подумать. Мне кажется, я не помещаюсь туда. Я уже понимаю, что я врезаюсь в стену. Значит, я Как это неправильно- исправить? Мне нужно подумать. Ну что вы? Что? Дайте мне подумать. Думайте. Ну вот я Сколько думаю. вам надо времени подумать? Да я не хочу думать, сколько мне нужно времени подумать. С Валерой было ужасно. Отвечать, смотреть по сторонам. Боже, я же на экзамене. Она же не ограничена во времени. Она же блондинка. Она может заезжать в гараж хоть 4 часа. Чуть-чуть. Ой. Да, все, нет стены. Легонечко зеркалом зацепили правую стену. Чего вы такой строгий? Да. Расслабьтесь. Валера, а ты разве напрягался? Вы уверены, что вы в ту сторону едете? Тихо. Вы сейчас мне сказали тихо? Если вам надо остановиться, успокоиться, тогда останавливайтесь. Что с ней? Что с ней? Она радуется, наверное. Она говорит, боже, я это сделала. Чем вы расстроены? Что случилось? Она такая девочка нежная. Что вас расстроило? Гараж. Я вам открою секрет, ваша соперница ничего не смогла сделать. Поэтому вы зря расстраиваетесь. Лена, не расстраивайся, купим новый гараж. Он разваленная стена. Я... Переживаете по поводу того, что условная стена нашего гаража развалена? Нет же, ну Валерий. Валера, тебе пора к экзамену запасаться носовыми платками. Странно, что у тебя их до сих пор еще нет. Поехали на эстакаду. Ну, посмотрим, как у них это получится. Теперь надо нам встать. Стоп! Вы нервничаете? Да. У вас получилось. Поедем в город. Знаем правила дорожного движения? Да. Чего мы по левой стороне едем? У нас в стране какое движение? Тихо, ну дайте мне доехать, пожалуйста.
Так я задаю вопросы. Что вы задаете? Что вы спрашиваете меня? Я не понимаю, что вы спрашиваете все время. Я еду. Вот. О чем вот эта буква говорит? Парковка. А почему это буква «Р»? Да не R, вы чё? Паркинг, парковка. Направо здесь поворачиваю. Так что тебя расстраивает? Но это очень тяжело. Ну, ты хотела бы, чтобы я вышел. Да сидите. Можно? Конечно. Мне же нужно сдать его. Пусть удалит через слезы. Благодарю. Да что ж такое, опять слезы. Надеюсь, хоть эти от радости. Нет. Все хорошо в целом или нет? Не Это знаю. было весело. Все предыдущие дни со мной был рядом Саша, и это было весело, как приключение. Сейчас я осознала, что это вообще не шуточки. Экзамен окончен, подводим итоги. Друзья, будем честны с вами. Мы определили победителя еще до начала экзамена. Уже тогда мы с Валерой решили, что победит супруга Александра. А если серьезно? Наш главный приз — 65 тысяч рублей за вычетом штрафа за подсказки. Получает та, кто просто увереннее себя чувствует на дороге. Несмотря на слезы. Лена, это вы. Поздравляю. Ой, спасибо. Лена! Поздравляю вас. Спасибо. Вы прошли. Господа, дамы, все Спасибо. было хорошо. Он экзаменатор, ему виднее. Мы не знали, что мы проиграем. Просто, мне кажется, другая пара была немного лучше подготовлена, чем мы. На самом деле это очень крутой выход из зоны комфорта. И здесь было много адреналина. У меня есть маленькая мечта. Я очень хотела когда-то приехать и показать моему отцу, как я вожу. К сожалению, его сейчас нету со мной. И я хочу это сделать для своей мамы. Я хочу ее покатать по городу. Вы смотрели шоу «Научи жену рулить». Шоу, в котором на прочность проверяются не только автомобили, но и отношения. Я Денис Косяков. Я Валерий Шевелев. Увидимся на телеканале Ю.